5 золотых правил счастливых отношений. Мы сегодня с вами будем говорить об отношениях, не о начале отношений, когда все только заворачивается, а о ситуации, когда вы уже находитесь в каких-то стабильных отношениях, на что стоит обращать внимание, чтобы эти отношения оставались счастливыми или становились еще более счастливыми. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и мы говорим с вами о 5 золотых правилах счастливых отношений. И в конце я вам еще скажу напоследок одну вещь, чтобы вы были счастливы. Если вам эта тема интересна, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы меня не потерять, и мы начинаем. Первая вещь, на которую очень важно обратить внимание, это повышение вашей самоценности, самозначимости. Женщины часто говорят о том, что мужчина не уделяет мне достаточно внимания, мужчина не делает мне какие-то ценные подарки. Но на самом деле из-за внимания, из-за вот этими ценными подарками лежит вот это вот желание чувствовать, что я для мужчины ценная, я для него значимая, я та самая. Действительно, часто бывает так, что мужчины из-за такой эмоциональной какой-то скупости, из-за большего какого-то погружения в решение прагматических задач, скажем, мужчина много работает, он решает какие-то вопросы, там, не знаю, с жильем, еще с чем-то, он думает, что это достаточные сигналы, которые должны показать моей женщине, что я серьезно настроен. Ведь главное же не слова, а главное дело, часто говорят мужчины. А женщинам часто не хватает вот каких-то этих сигналов, которые они от мужчины не получают. Они находятся в чувстве постоянной неуверенности в своей значимости. Соответственно, они как будто бы мужчину постоянно вот пытаются как-то стимулировать, что вот, скажи мне, любишь ты меня или не любишь. Это ухудшает отношения. Если вы сможете сами повышать свою самозначимость, то сделать какие-то ценные вещи, в которые вы будете понимать, что я делаю что-то ценное, я делаю что-то, что ведет меня туда в сторону моей самореализации, моей какой-то самоудовлетворения, то и вы будете чувствовать себя лучше, вы не будете зависеть от, собственно, вот этих вот знаков внимания, каких-то поглаживаний вашего мужчины. Ну и, соответственно, мужчине легче восхищаться женщиной, которая самореализована, которая сама от себя кайфует, а не от той, которая постоянно в глаза заглядывает, типа, ты меня замечаешь или не замечаешь. Второе золотое правило счастливых отношений — это то, что отношения должны двигаться в будущее. Отношения не должны стоять на месте, и вы не должны копаться в каких-то переживаниях вашего прошлого. Часто бывает так, что люди находятся в отношениях, и у них очень много ссор по поводу того, что вот на каком-то раннем этапе ты как-то вот что-то сказал мне, или ты что-то сказала моей маме, или вот люди начинают погружаться в разборки каких-то полетов того, что было в прошлом, и на самом деле они не чувствуют даже то, что у них происходит в настоящем, не говоря уже о будущем. Очень важно, чтобы у вас был общий сценарий. Общий сценарий наполняет нас смыслами, это очень важная такая вещь, это дополняет нам и собственной такой устойчивости, уверенности, и это наполняет нас чувством того, что мы живем. У нас с тобой есть общий сценарий. Когда вы понимаете, что сейчас мы встречаемся, потом мы планируем, что мы можем съехаться, или мы можем куда-то переехать, потом мы, возможно, поженимся, потом что-то еще произойдет. Я мечтаю вот об этом, а ты мечтаешь об этом. Я хочу, чтобы у меня были там дети, а я хочу, чтобы у меня были дети, я еще, не знаю, там путешествовал. То есть, когда у вас есть какие-то общие планы, когда вы эти общие планы согласовываете, не обязательно, чтобы они были изначально совпадающими. Главное, чтобы они были, так сказать, на столе, чтобы вы могли об этом говорить. Вот эти вещи, они объединяют, они добавляют чувство, что эти отношения, они живые, они реальные. Когда люди оказываются в таких отношениях, которые вот такой день сурка, когда мы с тобой встречаемся там, по выходным, не знаю, остаемся друг у друга там, на ночь, и остаемся. А что будет дальше? Неважно, мы живем сегодняшним днем. Вот эта вот фраза, что давай жить сегодняшним днем, это просто похоронный звон любых отношений. Очень важно, чтобы в отношениях был баланс между рутиной и страстью, такой тревогой, волнением и скукой, какой-то спонтанностью и рутиной. То есть в любых отношениях мы постоянно находимся между двумя такими полярностями. С одной стороны, нам важно понимать, что будет дальше происходить. С другой стороны, если вы движетесь в сторону большого количества предсказуемости, большого количества такого, знаете, простроенности и проговоренности ваших отношений, то вы рискуете упереться в скуку. Очень многие отношения, которые формально являются просто счастливыми, два человека, которые идеально друг другу подходят, как кажется окружающим, они там друг друга не бьют, никто не пьет, не абьюзят, и вообще все идеально, но им скучно. Даже отпуск или какое-то совместное хобби, которое у них есть, оно их не наполняет никакой счастьем, никакой радостью, потому что все настолько предсказуемо, становится пресным, и в таком случае часто кому-то хочется из этих отношений улизнуть. С другой стороны, отношения не должны быть излишне такими, знаете, спонтанными и ненадежными. То есть, когда мы сегодня с тобой вместе, завтра у нас какие-то страсти, мы там расстались, потом мы решили, что мы живем не вместе, потом, что мы вместе. То есть, грубо говоря, вам очень важно найти баланс между, собственно, ситуацией, когда вы два таких богемных художника, которые не знают, что сегодня вечером будет, и ситуации, когда у вас распланирована вся жизнь до старости. Четвертое золотое правило счастливых отношений — это у вас должно быть свое время. Очень важно какое-то время проводить не в отношениях.
В самом начале любых отношений есть вот эта прекрасная такая наполненная эйфория, фаза слияния, когда вы рядом, вместе, вот хочется просто быть в 24 часа в сутки рядом, и то этого времени вам недостаточно, но очень скоро фаза слияния сменяется фазой дифференциации, когда вы начинаете находить какие-то различные вещи у вас, вы находите различные интересы, различные какие-то предпочтения, вы понимаете, что вы в том числе и разные. И вот если вы можете удерживать в голове и вот это вот понимание, что мы вместе, у нас есть очень много общего, но у нас есть очень много разного, то таким образом эти отношения становятся более гармоничными, они становятся по сути более устойчивыми. И все, что вам нужно сделать, это организационно решить, каким образом вы сможете проводить время вне этих отношений. И женщине важно проводить время отдельно от мужчины, и мужчине важно проводить время там, не знаю, с какими-то своими друзьями, с родственниками, занимаясь своим хобби в одиночестве. Для мужчин очень важно вот, одиночество, какие-то там, не знаю, рыбалка, прогулки, там, походы. Проводя время не в отношениях, то есть отдельно от своего партнера, вы вспоминаете, кто такой вот вы прикасаетесь к своей самодостаточности, вы обновляете свои личностные границы, и затем, возвращаясь в эти отношения, вы можете в этих отношениях быть с большим удовольствием. То есть вы понимаете, где я, а где мы. Вы понимаете, где я, а где вот моя любимая женщина, мой любимый мужчина. Таким образом, эти отношения, они оказываются более взрослыми, более счастливыми. И пятое золотое правило счастливых отношений, это очень важно, чтобы в ваших отношениях не пропадала романтика. Дело в том, что мы все воспитаны на такой общей мифологеме, все сказки заканчиваются фразой «они поженились, жили долго и счастливо, умерли в один день». И, собственно, вот наше поведение в отношениях, оно закодировано таким образом, что мужчина добивается женщину, а когда он добился, то вроде бы как мы уже в отношениях, и можно ее уже не добиваться. И как только зарождается вот эта вот идея, что мы с тобой уже вместе, уже ничего делать не надо, вот это вот начало конца этих отношений. Поэтому вам очень важно, чтобы в ваших отношениях не пропадала романтика. Мужчине важно приглашать свою женщину на какие-то романтические вечера, какие-то придумывать, не знаю, свидания, придумывать какие-то, может быть, игры, это может быть что-то связанное там с какой-то социальной активностью, там, скажем, на танцы сходить, хотя мы никогда на них не ходили, какие-то новые виды отдыха. То есть важно, чтобы мужчина устраивал женщине то же, что он устраивал ей в момент, когда он ее добился. Таким образом, эти отношения остаются вот такими вот яркими, и страсть из этих отношений не уходит. Ну и самая важная вещь, без которой невозможно ни одни здоровые, счастливые отношения, это вам нужно понимать, что все конечно, и у вас нет никаких гарантий, что вы будете вместе навсегда. Я уже говорил, что в тот момент, когда вам кажется, что все, мы будем теперь вместе навсегда, это тот момент, в который ваши отношения начинают разрушаться. Вам нужно понимать, что вы находитесь вместе не потому, что так предрешено судьбой, не потому, что вот вы расписались и теперь как бы вас закон держит вместе. Вам надо понимать, что это ваш ежедневный выбор. Вы однажды встретили друг друга, однажды выбрали друг друга, и вы постоянно, находясь рядом с друг другом, работаете над этими отношениями и выбираете друг друга раз за разом, снова и снова. Если вы сможете это понять, то с одной стороны у вас не будет вот этой иллюзии, что бы я ни сделал, что бы она ни сделала, что бы ни произошло, мы всегда будем вместе, потому что это не так. С другой стороны, в такой ситуации вы сможете относиться к благодарностью к этим отношениям. Вы будете благодарить и себя, и другого человека за то, что вы находитесь рядом. Вы будете понимать, что вы находитесь рядом, потому что это ваш осознанный волевой выбор, а не потому, что просто так случилось, и вас как будто бы прибило друг к другу в океане судьбы. Напишите, что для вас важно в отношениях, дополните эти золотые правила своим личным золотым правилом. Как вы считаете, что вот очень важно, чтобы было в отношениях, какое правило, какое поведение делает отношения счастливыми. Я вам буду очень благодарен, если вы сможете дополнить мое видео. Если вам эта тема понравилась, обязательно поставьте лайк, я вам буду очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, чтобы не потерять меня. Поделитесь этим видео в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.